Как все 3 года мы что-нибудь допеределываем. Здесь мы делали все поэтапно, и, в принципе, это не так ударяло по кошельку. Метраж квартиры 100 метров, и по плану это евро 3. Здесь у нас не открывается. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room, проходите в гости. Всем привет, меня зовут Ирина, я блогер. 7 лет назад я ушла в первый декрет и стала вести свой блог. Раньше работала на госслужбе, это была бумажная работа, которая губила во мне творческую жилку, и мне хотелось чего-то такого для вдохновения, для самореализации, и поэтому я стала сначала показывать в блоге свои интерьерные переделки в другой квартире, а затем мой блог уже развернулся в материнский и далее в лайфстайл. Сегодня мы находимся в нашей квартире, и живем мы здесь 3 года, и мы находимся в процессе постоянных переделок. И, конечно же, я хотела бы поделиться этим, как все 3 года мы что-нибудь допеределываем. Мы живем в ЖК «Аэробус». Наша семья состоит из 4 человек, я, муж и 2 детей. В этой квартире мы жили с мужем до замужества, затем мы переехали в другую, а эту квартиру сдавали. И, естественно, после того, как здесь проживали другие люди, захотелось все переделать в силу того, что квартира выглядела не очень хорошо. Первое, что мы запланировали переделать перед переездом, это был большой санузел. Мы планировали 2, у нас именно 2 их в квартире, но финансово хватило только на 1. И там была глобальная переделка с перекладкой плитки, заменой ванны и даже небольшой перепланировкой. Перед замужеством, перед моим переездом к мужу здесь практически ничего не было. Стоял диван, висел телевизор, ну и в принципе вообще было всего по минимуму. Конечно, я переехала, и мне захотелось что-то изменить. У нас была перепланировка на кухне, мы расширили эту арку, я расскажу об этом чуть подробнее. Это нужно было для того, чтобы добавить больше света, и это мы делали уже тогда, когда переехали, а не до. Когда мы переезжали, нам нужно было организовать детскую для первого ребенка, второго еще пока не было, нужно было спальню и, соответственно, кухню-гостиную, это основную зону, в которой мы находимся. И, наверное, основное преимущество того, что мы делали ремонт в процессе, это минимизация затрат, потому что если ты переезжаешь уже в готовую квартиру, ты должен вложить огромную сумму, а здесь мы делали все поэтапно, и, в принципе, это не так ударяло по кошельку. На самом деле, когда мы переезжали, я не представляла, как будет квартира целиком, потому что в предыдущей квартире у нас такой было бохо с канди, а здесь хотелось немножко другого, но единственное, что я хотела, это белые стены для того, чтобы визуально еще больше добавить света, расширить пространство. Мне кажется, это такая главная фишка любых пространств, чтобы создать больше воздуха в них. В этой квартире мы что-то меняли в процессе, что-то не меняли, и что именно, я расскажу в этом ролике. В нашей квартире есть прихожая, 2 санузла, кладовая, кухня-гостиная, детская, спальня. Метраж квартиры 100 метров, и по плану это евро 3. И сейчас я расскажу про кухню, это боль моего мужа и моя любовь. И все потому, что здесь был итальянский массив, который я заменила на кухню Икеа. Первое, почему мы переделали кухню, это проем, который мы расширили. Здесь было недостаточно света, кухня была достаточно темная, и нам нужно было снести часть вот этой стены и визуально, и на практике расширить. Также кухня располагалась так, и вторая часть располагалась здесь. Тем самым было максимально неудобно для готовки в связи с тем, что она была разнесена в 2 разные стороны. Здесь находятся коммуникации, большая вентиляционная труба и коммуникации воды. Было принято мной решение перенести кухню на эту сторону, тем самым увеличить рабочую поверхность, сделать ее угловой, добавить шкафы вертикальные, встроенный холодильник, и очень хотелось мне сделать остров. Остров, такое решение, достаточно, наверное, здесь может быть такое спорное, потому что не такое большое пространство, которое рекомендуется кухонщиками для его реализации было. Но на практике я поняла, что это достаточно комфортно, и для нашей семьи это подходит. Отделка кухни – это обычные окрашенные стены, плюс их в том, что можно все неровности зашпаклевать и покрасить заново. Например, у нас родился 2-й ребенок, и после нее кухня не всегда бывает в чистом виде, и буквально в ближайшее время мы будем все это перекрашивать. Стены, фартук и вот эта стена, она отделана плиткой. Изначально получилось так, что эту
эту часть мы плиткой сделали, а эту часть я хотела оставить просто окрашенной. Но в процессе эксплуатации поняла, что возле плиты без плитки очень некомфортно, и, в принципе, весь вот этот вот жир, он остается на стене. Столешница – это акриловый камень, он с небольшими вкраплениями. В эксплуатации на нем остаются царапины, но его можно зашлифовать. Ну и, в принципе, на белом это не так видно, если не присматриваться с определенного угла. Кухонный гарнитур – это IKEA. На самом деле есть достаточно большие разочарования именно в дверцах, потому что на них остаются сколы, особенно в нижней части, где дети, бывают, проезжают со своими игрушками и портят, и скалывается вот это вот покрытие. Верхняя часть шкафов – это шкафы с нажимным механизмом, а снизу мы сделали ручки. Также вот эта встраиваемая полочка, ее муж делал самостоятельно из дуба, и всю кухню, и вообще, в принципе, ремонт на кухне он делал сам с нуля, делал полностью демонтаж, укладывал пол, начиная от наливного, выстраивал вот здесь вот из гипсокартона потолок, делал освещение. Ну, в принципе, все он делал самостоятельно с нуля. Приезжал свекор, тоже ему помогал, и вот они в команде вот эту вот всю мою задумку реализовали. На самом деле, когда мы запланировали кухню, в нашей голове была картинка, что сделаем мы это все за неделю, что это будет все очень быстро, очень просто. Но, по-моему, это растянулось, наверное, на пару месяцев, не меньше. Я находилась на 8-м месяце беременности, возможно, это было какое-то мое помутнение, нужно срочно переделать кухню, но понимала, что когда родится ребенок, однозначно он будет маленький, и это будет точно не получится сделать, потому что здесь было очень много пыли, несмотря на то, что муж полностью затягивал вот это пространство пленкой, все равно в воздухе вот это вот все строительное, оно оставалось. В связи с тем, что муж не строитель, а делает это все по видео на ютубе, своими силами как-то доходит. Гипсокартонные конструкции дались ему не так легко, было достаточно проблематично сделать потолок, но я считаю, что для первого раза получилось очень прекрасно. У нас есть небольшие недоделки, вот такие щели, которые нужно сделать доборами. Есть еще вдоль холодильника небольшая щель, туда мы планируем полку из массива, и, скорее всего, это будет какая-то бутылочница, тоже ее будет делать муж самостоятельно. Ну и давайте я расскажу про наполнение кухни. И на самом деле в процессе я поняла, что все мы индивидуальны, и невозможно сказать, что будет удобно, что будет неудобно. Только в процессе эксплуатации, в принципе, можно понять, как часто вы используете какие вещи, сколько вам нужно кастрюль и где должны лежать вилки и ложки. Итак, в острове у нас находится морозильная камера. Также морозильная камера находится во встраиваемом холодильнике. Холодильник встраиваемый небольшой. Нам большой не нужен, потому что я готовлю, в принципе, не на неделю, а приготовила, и мы покушали. А вот морозильные камеры у нас две, именно потому, что у нас много замороженных ягод, замороженного мяса. И все мы это храним непосредственно в вот этих вот двух морозильных камерах, которые находятся в острове и в холодильнике. Когда мы начали делать кухню, я очень хотела высокие шкафы, встроить туда духовку, чтобы она была на уровне пояса, микроволновка. Здесь хранятся разные штучки для декора, которые, например, я достаю зимой для того, чтобы переделать здесь что-то визуально. Хранятся кастрюльки, которыми я не пользуюсь часто. Также в острове у нас находятся вилки-ложки, специи. Здесь у нас есть всякие разные открывашки, ну и все такое ненужное. Точнее, все ненужное. Здесь у нас находятся всякие открывашки, ложки, поварешки. И в нижнем ящике, кстати, нижние ящики открываются у нас ногой, это очень удобно, нажимной механизм, терки, крышки и всякие другие баночки. Под духовкой я сделала шкаф, где у меня хранятся формы для выпечки. Это оказалось очень удобно. Здесь у нас хранится техника, мультиварка, хлебопечка, вафельница. Далее у нас идут ящики с деревянными дощечками. Здесь хранятся крупы. Перекладываю все в красивые баночки. Для меня это такой пунктик. Я не люблю цветные пакеты, но я думаю, что это будет понятно по нашей квартире. Здесь лежат контейнеры. А под плитой расположились сковородки, кастрюли
И в нижнем ящике находится блендер, миксер и то, что необходимо для мясорубки. В угловом ящике у нас расположилась такая поворотная конструкция, и здесь у нас хранятся консервы, которые делает моя мама и запасается на зиму. И вот тут они спрятались, все прям в этих банках, никто не видит, но зато вкусно кушать. Далее посудомоечная машина. Здесь также с нажимным механизмом под раковиной ведерко и склад для пакетов и порошка для посудомоечной машины. И в последнем ящике в нижней части кухни у нас чаи, кофе и другие штучки для чаепитий. На столешнице у меня расположилось очень много техники, которую, в принципе, мы используем ежедневно. На самом деле всякие тостеры и капучинаторы, казалось, что, может быть, не пригодятся, но так как мы пьем кофе постоянно, это наша техника, которая используется по несколько раз на дню. В верхней части в тех полках лежат верхних кружки, которые я достаю зимой, какие-то вазочки, тарелки, если приходят гости. А здесь то, что мы используем ежедневно для завтрака, семечки и всякие каши. Здесь у нас хранится посуда для ежедневного использования. Здесь также часть круп, какие-то дополнительные тарелки, масло, соль, которую тоже достаю ежедневно. Здесь у нас... Не открывается. А в этом ящике у нас расположилась аптечка вот в таких контейнерах. Оказалось очень удобно, все подписано. В принципе, можно достать и знать, где что лежит. Ну и сверху здесь у нас стаканы и кружки, которые мы используем для коктейлей, для чего-то тоже, в принципе, достаточно часто. Над плитой также могли расположиться ящики, но мне хотелось сделать более воздушное и легкое пространство, а поэтому здесь расположилась вытяжка. Перед монтажом вытяжки, монтировал, кстати, ее муж самостоятельно, мы немного перепутали и купили не ту модель. Она уходила вентиляцией в стену, и когда мы начали монтировать, поняли, что что-то не то. И затем поменяли, и уже эта вытяжка встала на свое место и заняла, в принципе, такую достаточно центральную композицию на нашей кухне. А сейчас я расскажу про обеденную зону, в которой расположился раскладной стол, 2 детских стульчика и стулья. В мягкой обивке это может кого-то напугать, но она отлично отмывается и в эксплуатации показали себя достаточно прекрасно. Также в этой зоне расположилась детская кухня, в детской уже просто нету места, и дети готовят здесь вместе со мной. Стол можно развернуть и поставить его сюда, тем самым немного освободить здесь пространство. Именно так и подразумевалось, когда я выбирала расположение острова и возможность менять местами какие-то мебельные элементы на кухне. В этой части, как я и говорила, располагается вентиляционная шахта и всякие коммуникации. Здесь висят холсты, но на самом деле я должна на них что-то нарисовать, но никак пока не доходят руки. Здесь у нас находится сантехнический узел, где располагаются всякие водопроводные штучки и стейки. Второй холст здесь висит чисто декоративно, за ним ничего нет, но на самом деле визуально картины кажутся как-то низко, и, возможно, я здесь когда-нибудь еще добавлю какие-нибудь квадратные элементы и сделаю на них какие-то рисунки. Еще хочу отметить, что в острове для морозильной камеры специально сделано воздуховое отверстие, чтобы она не перегревалась, и с 2 сторон шумоизоляция для того, чтобы она не шумела и не создавала посторонние звуки. В кухне есть 2 сценария освещения по периметру и над островом светильник. Хотелось именно выделить эту зону. В зоне кухни у нас ламинат. Изначально я планировала сделать плитку, но муж отговорил, потому что в доме 2 детей, и если что-то разбивается, то от плитку это делается гораздо проще. При выборе ламината в зону кухни стояла задача соединить зону гостиной и зоны кухни в перспективе, что мы зациклюем пол в зоне гостиной, и он будет примерно одинакового цвета. Но чтобы разделить эти зоны, я выбрала ламинат с таким квадратным рисунком другой кладки. Единственный минус, что этот ламинат смотрится как-то немного дешево по ощущениям. Но у меня есть некие сомнения в правильности выбора. Ведет он себя на кухне, в принципе, нормально. Я не скажу, что на нем видна какая-то вся грязь. В принципе, все естественно. Если что-то падает, вы вытираете. Оттирается он легко. Использую я для уборки парогенератор. В принципе, по ощущениям каких-то ярких таких негативных замечаний нет.
В зоне арки у нас получился стык. Раньше, кстати, здесь на кухне была частично плитка в зоне самой кухни, и здесь был паркет, но со временем он вытерся, и мы его, так как не стали реставрировать, заменили на этот самый ламинат, и стык у нас до сих пор не доделан. Изначально здесь был такой пробковый компенсатор, который дети вытащили, раскрутили, и здесь осталась дырка. Единственный минус, который есть в стыке, это паркет, который ходит от температуры. Летом он может сужаться, зимой расширяться, и тем самым он постоянно гуляет, даже меняя высоту, потому что здесь он никак не закреплен, а закрепить его клеем или чем-то другим пока никак не удалось. Муж над этим вопросом думает, и в дальнейшем мы просто заделаем таким герметиком в цвет пола эту щель. После того, как было расширено вот это вот пространство, появилась арка большего размера, мне стало нравиться, что, сидя в кухне, ты находишься как будто в гостиной. Даже если кто-то проводит время на диване, чувствуется такое приятное единение, потому что раньше, когда ты готовил на кухне, все остальные были в комнате, казалось, что ты там один, и создавались какие-то некомфортные ощущения. А сейчас мне нравится, что даже можно, сидя за столом, например, смотреть телевизор. Кстати, при демонтаже стены возникли трудности, потому что здесь расположен кондиционер. Он достаточно тяжелый, потому что он какой-то не простой, а обдувает всю квартиру. И здесь, в нижней части вот этой вот арки, располагается железная балка. И когда муж демонтировал кондиционер и выпиливал стену, ему нужно было вновь разместить уголок. И он покупал какие-то там специальные жесткие вот эти железные уголки, поднимал пешком на 20-й этаж, потому что они не влезали в лифт, и монтировал. Казалось, что этот кондиционер может просто вырвать часть стены, потому что она не несущая, а сделана из гипсокартона. Так, я немного перепутала, и на самом деле эта стена сделана из блоков, и просто он их выпиливал, потому что из гипсокартона действительно бы не выдержала вот эта вот конструкция с кондиционером. И сейчас мы находимся в зоне гостиной. Это диван, который расположен напротив телевизора. Для меня оказалось в процессе эксплуатации не совсем удобно, что угол есть у дивана, он занимает больше пространства, но практически на нем никто не лежит. Я не знаю, почему так происходит, но основная часть используется именно здесь. Диван раскладной, а на самом деле на этапе его покупки возникли недопонимания с магазином, и нам сделали немного то, о чем мы договаривались, частично его переделывали, но не все, к сожалению, можно было устранить. Он, в принципе, удобный, но не настолько, насколько бы нам хотелось. Потолок у нас такой интересной формы, в центре круговая гипсокартонная конструкция. Вот эта вот люстра, кстати, первая покупка еще была до нашей свадьбы, и это, наверное, было началом положено еще всяких переделок. Здесь по периметру полукругом расположены два сценария освещения, это вот центральный и, соответственно, вот эти вот точечные споты. Возле дивана располагается зона рабочая мужа. До этого здесь стоял маленький коричневый стол, он располагался вдоль стены, и по ощущениям было какое-то неполноценное использование пространства, плюс не вписывалось вообще в общую композицию. Мне хотелось как-то зонировать это пространство, и совсем недавно у нас появился длинный белый стол, вот такое компьютерное кресло для того, чтобы было удобно, и здесь с подсветкой небольшой стеллаж, который отделяет как раз рабочую зону от зоны гостиной. Стеллаж на самом деле напольный, но возникла идея поднять его к потолку, тем самым полностью изолировать визуально вот эту вот часть. И здесь расположился еще торшер, в стеллаже есть подсветка, вечером можно создать такое романтичное настроение. Кстати, если о переделках, то в ближайшее время у нас в планах заменить плинтуса. Эти плинтуса, как раньше делали, сочетаются с полом, но я хочу высокие, белые, чтобы они продолжением стены являлись. В этой зоне у нас расположен стеллаж, где хранятся всякие документы, стоят книжки. Также в зоне телевизора есть небольшая подвесная тумба, и в планах у меня тоже ее в ближайшее время заменить. Я хочу в композицию к торшеру и к столику прикроватному, придиванному добавить в этом же цвете комодик с ящиками для того, чтобы можно было там хранить какие-то там приставки, ноутбуки и другие вещи, которые подключаются к телевизору.
Еще в гостиной у нас расположен большой белый ковер, но с двумя детьми есть, конечно же, нюансы, поэтому если вы хотите сделать выбор в пользу чего-то пушистого и светлого, то имейте в виду, что чистить вам придется его очень часто. У In My Room есть свой телеграм-канал, там собраны интересные идеи, скидки акций от партнеров, а также анонсы новых видео, ссылка в описании. И сейчас мы оказались в нашей детской, и, конечно, большой плюс того, что у нас две девочки, не пришлось ломать голову, как совместить в этой комнате зону для мальчика и для девочки. Так что сегодня будет обзор девичьей принцессе, я бы сказала, даже комнаты. Совсем недавно, буквально пару месяцев назад, здесь был ремонт. Дети уезжали на дачу, а мы с мужем переклеивали обои и меняли планировку. Появилась вторая полноценная кроватка для подросшего ребенка, и поэтому нужно было немножко изменить пространство. Изначально шкафы, которые висят на этой стене, висели на этой. Детская кроватка младшей дочки стояла здесь, а кроватка старшей дочки стояла на этой стороне. На самом деле, за 3 года, которые мы здесь живем, мне кажется, наверное, раз 5 или 6 мы здесь меняли планировку, я постоянно что-то добавляю, что-то меняю. Если мне хочется обновить пространство, я себя в этом не ограничиваю. В этот раз такая более глобальная перепланировка, переделка была тем самым, что мы переклеили обои. Я вообще была не приверженницей всяких цветочков, лепесточков и так далее, но для девочек мне захотелось создать такую уютную, красивую детскую, потому что они вырастут и потом уже вряд ли захотят какие-то бабочки и цветочки размещать в своей комнате. Обои на этой стене очень необычные, они изготовлены по индивидуальному заказу. Проект был немного более ярким, я бы даже сказала не немного, а достаточно ярким, его подкорректировали под мои пожелания, и фишка этих обоев в том, что это единый рулон, единое полотно без единого шва, и клеили мы его с мужем вдвоем. Клеили мы его, достаточно быстро, я бы сказала. Единственное, что в монтаже клей, который мы купили изначально, был не очень хороший. Он быстро сох, и тем самым, пока мы раскручивали обои, они подсыхали и образовывались пузыри воздуха в местах подсохшего клея. И поэтому возникли трудности, особенно в последней части. Нам пришлось отдирать обои, потом заново приклеивать, но с ними ничего не случалось, они из очень хорошего материала, они не мнутся, и можно прям реально отклеивать и еще раз переклеивать их, если возникли какие-то трудности. Когда мы затеяли ремонт детской, идеей было отциклевать пол и закрасить его более в нейтральный, мягкий оттенок, но, к сожалению, мы так и не решились, показали, что будет очень пыльно, и оставили его в таком цвете. Но сейчас я вижу, что не так это страшно. Мы заменили плинтуса, кстати, которые мы хотим еще заменить в будущем в остальной квартире. Здесь появились высокие 10-сантиметровые белые, которые сделали комнату более стильной. Да, тут все нормально, все как обычно. На противоположной стене у нас обои, но с ними вышла очень интересная история. Я взяла кусочек обоев с принтом, привезла их в магазин. Мне казалось при том освещении, что они идеально подходят, но когда мы их начали клеить, они оказались темно-серыми. И я взяла в руки кисточку, валик и закрасила их обычной краской, которыми красят стены. В общем, я переживала, что они могут отвалиться, но с ними все окей. Единственное, что если их мыть какой-то губкой, то эта краска, естественно, немного стирается и образуется вот этот вот серый слой, который был на исходных обоях. Это подвесные шкафы, здесь хранятся книги и всякие разные вещи для поделок, пазлы, пластилины и так далее. Если вы заметите, то у нас в комнате достаточно все нейтральное, но это не значит, что мы отказались от цветных игрушек, просто они все спрятаны вот в таких вот сундуках и корзинах. Кстати, такие сундуки можно найти на маркетплейсе In My Room. Кстати, вот эти тумбочки, которые располагаются в зоне кровати, это бывший комод, он был высокий, но когда мы затеяли переделку, я подумала, что у каждой из девчонок должна быть своя тумбочка, где будут храниться личные вещи. И мы его распилили, здесь сделали крышку, единственное, что ее, возможно, мы в дальнейшем покрасим, но получились, и поменяли, кстати, ручки, и получились вот такие вот 2 тумбочки индивидуальные. Во всех комнатах у нас достаточно большие окна. Единственный минус — в детское окно
бывает, что сквозит. Если меняется ветер, оно продувается. Это окна от застройщика, и сделаны они не самым качественным образом, плюс дому почти 15 лет, и эти окна, если менять, то менять на более качественные и более хорошие. Но пока мы это делать не планируем, потому что достаточно дорогостояще заменить такие огромные окна. Ну и можно сказать, что практически как по старинке муж заклеивает окна специальным скотчем, чтобы все это утеплить, и на зиму у нас, к сожалению, не открываются даже на проветривание вот эти вот окна, потому что достаточно того, что дует, и просто из них щели. На окне у нас шторы, их я заказывала под размер, чтобы они полностью соответствовали комнате. Бежевые с вышивкой ласточек, а здесь в зоне кровати расположились такие балдахины. Изначально думала делать, не делать, но потом решила, что пусть будут. Я думаю, что это недолгосрочно, но вот такая вот зона кровати выделена такой вещью. Здесь у нас большой встраиваемый шкаф. Единственное, что, если вы обратите внимание, здесь вот такая вот пленочка под дерево, а под ней спрятаны страшненькие цветочки, которые я заклеила. Быть может, это не самое в исполнении идеальное решение, но мне хотелось немного убрать вот этот устаревший дизайн шкафа. Внутри у нас хранятся детские вещи и также там постельные принадлежности, маскарадные костюмы, которые они используют периодически, ну и все, что в принципе нужно и не так часто используется. Вот там вот, например, елка хранится. Здесь вот такое решение с двумя рейлингами, один чуть повыше, другой пониже. Раньше здесь был один. В принципе, вот этих полок, кстати, тоже раньше не было. Было просто единое пространство, и один из рейлингов висел здесь. Но это было высоко и максимально неудобно. Так как появились дети, мы разместили вот так два рейлинга. Сзади висят вещи, которые по длине не так часто используются, а здесь платья, которые они надевают практически ежедневно. И также здесь вот эти вот полки появились, разделили пространство, и на них можно класть уже какие-то вещи. В этой части шкафа прячутся всякие цветные настольные игры, также огромное количество книг. Единственное, обратите внимание, вот здесь вот провисают полки, потому что книги достаточно тяжелые, вот такой вот нюанс есть, потому что в задней части шкафа тоже огромное количество книг. Здесь лежат разные кубики, крупные лего, вещи для рисовашек, ну и много-многое другое, то, что используют дети. В этой части два ящика, верхние для вещей старшей дочки, нижние для младшей. А внизу также корзины для лего, фитбол, коляски складные и другие игрушки. Здесь два сценария освещения. Это по периметру маленькие точечные светильники, а в центре, можно сказать, ночник, потому что он дает такой достаточно мягкий и тусклый свет. Мы его включаем перед тем, как укладываться спать. И сейчас мы находимся в спальне. Раньше, в принципе, здесь было такое же расположение и кровати, и телевизора, и немного я ее обуютила по своему вкусу. В этой зоне раньше ничего не было, потом появился комод, где мы храним постельные принадлежности, белье и домашнюю одежду. На комоде стоит музыкальный проигрыватель, дети его постоянно открывают и очень любят слушать. Звук здесь не самый лучший, но именно вот эта вот атмосфера и процесс их особенно забавляет. Дальше у нас расположено зеркало, я часто снимаю свои переодевашки для блога, и здесь расположено мое место, скажем так, и рабочее, и косметический столик. Зону я меняю местами достаточно часто, зеркало могу поставить к прикроватной тумбе, а стол вдоль вот этой стены. И когда у меня появляется настроение к переменам, можно так легко преобразить интерьер. Стол у меня предназначен для работы за компьютером, а также я сижу здесь и крашусь. У меня два ящика, которые находятся по бокам. Здесь защита от детей, которую они открывают очень легко. И здесь у меня хранится моя косметика и какие-то нужные мне вещи. В ящике у меня все лежит по категориям. Я заказала вот такие вот прозрачные контейнеры, и тем самым у меня никогда ничего в кучу не перемешивается, и это очень-очень удобно. Эти тумбы раньше были не подвесными, у них были ножки, но мне показалось, что они смотрятся более симпатично именно без них, и также я заменила на ручки, раньше здесь были деревянные, показалось, что латунь будет смотреться выигрышнее. Кровать у нас большая, но
даже этого не хватает, когда ночью приходят дети. Кровать размера 200 на 200, у нее мягкая спинка, она достаточно высокая, но места хранения под ней нет. Мы принципиально от этого отказались, чтобы не собирать больше хлама дома. Изменения, которые предстоят еще в спальне, это люстра, которая, я считаю, сюда не подходит. Она висит уже давно, но никак пока замену мне не удалось найти. И также мы хотим заменить двери во всей квартире, потому что они уже старые. Мало того, что они не нравятся мне визуально, они еще начинают портиться, у них отходит шпон, и здесь разбиты стекла, потому что дети иногда входят в них головой. Так же, как и в детской, здесь расположен большой встраиваемый шкаф. С ним произошли изменения. Раньше он был черного цвета. Двери заменить не удалось в силу материальных возможностей. Я просто взяла краску и покрасила его в такой бежево-молочный цвет. А здесь также были цветочки, и я заклеила их такой имитацией дерева. Внутри две секции, одна из них для моих вещей, там хранятся несезонные вещи, и здесь также 2 ящика мужа, 2 моих ящика, но этого места вообще недостаточно для хранения одежды, и мы в планах планируем здесь гардеробную, емкую, большую, с входом отдельным. Скорее всего, это будет как-то так отгорожено. Пока это все в мыслях, но очень хочется реализовать эту задумку, и опять же мы будем делать это своими силами. А теперь мы зайдем в один из наших санузлов, который совмещен со спальней. Именно с этого санузла началась переделка в квартире перед нашим переездом. Мы сделали здесь капитальный ремонт, и была небольшая планировка непосредственно в ванной. Раньше ванна располагалась вот так, раковина располагалась здесь, и между ванной и раковиной было пространство, в котором, по идее, должен был висеть полотенцесушитель, чтобы это удобно было, вылезая из ванны, взять полотенце. Отделка – это плитка. Хотела сделать максимально нейтральный вариант, чтобы на долгое время хватило, не надоело, и я совместила визуально-натуральные материалы под бетон, под камень и дерево. Когда у меня меняется настроение, я запросто могу заменить шторку, аксессуары, дозаторы, коврик и тем самым изменить настроение в ванной комнате. Здесь у нас расположена ниша, где находятся стиральные и сушильные машины, стоят они друг на друге, там хранятся тазики и принадлежности для стирки. Также у меня здесь пересыпанные и перелитые порошки в одинаковые контейнеры и хранятся всякие губки и средства для уборки. Эту дверь муж сделал самостоятельно, это временный вариант. В идеале сделать здесь дверь из дуба, но пока вот такое вот решение. И, к сожалению, дети игрались и немножко растянули вот эту вот сетчатую материю, но в принципе это лучше, чем было бы просто открыто. Хотя долгое время все равно стояла у нас именно не закрытая. Зона раковины, здесь находится большая тумба. Мне в идеале хотелось бы большую столешницу, а не большую раковину, и может быть в будущем мы ее заменим. 2 выдвижных ящика, зона зеркала круглого, и здесь есть такая полочка, которая визуально преображает пространство. Подвесные светильники здесь как второй свет, когда причесываешься, либо красишься, либо просто нужно что-то рассмотреть в зеркале, очень неплохо помогают добавить дополнительное освещение. Тумбочка под раковиной – это ДСП. К сожалению, со временем дети что-то здесь залили, и немножко разбухло верхний ящик, и он не совсем корректно выдвигается, поэтому в планах тоже что-то тут изменить. Здесь у нас хранятся косметика, щетки и все необходимое для личной гигиены. Под ванной у нас находится сантехнический люк, и хорошо, что он там есть, потому что после того, как нам сдали ремонт ванной комнаты, мы обнаружили, что у нас протечка, и там было забито все какой-то смесью, которая, видимо, строительной. Нам приходилось разбирать смеситель, который находится под ванной, и обязательно должен быть доступ, иначе никак не устранить эти неполадки.
Когда я проектировала ванну, мне захотелось сделать вот здесь полочку, потому что всегда у нас стоят какие-то шампуни, а дополнительные подвесные железные или стеклянные меня не устраивали. Поэтому здесь возвели такую конструкцию из гипсокартона и обложили ее плиткой. В ванной комнате у нас натяжной потолок, в отличие от всей квартиры, где у нас гипсокартон и бетон. Здесь возникли трудности, когда монтажники его устанавливали. Потолок должен быть с щелью вот этой Еврокраб, достаточно тонкой, но они установили его неправильно. В некоторых местах, где есть углы, порвали его и отказались переделывать. И в итоге нам пришлось самостоятельно делать вот такой вот плинтус, который закрывал вот эти вот все недочеты. Над унитазом у нас расположен люк, и если вы обратите внимание, он большой, и в этом есть свои нюансы. Вся эта конструкция под тяжестью плитки, она просто провисает, и здесь такая маленькая щель, и мы открываем раз в год, чтобы добраться до бойлера, когда летом отключают горячую воду, и включить его. Также, чтобы показания счетчиков снимать, муж установил там камеру и смотрит показания с телефона на этом устройстве. Поэтому, когда вы будете выбирать люк для своего пространства в ванной комнате, обратите внимание, чтобы он был не такой огромный, потому что очень сложно в эксплуатации его открывать, и, соответственно, когда вы открываете, плитка может крошиться, в этом тоже есть свои нюансы. Также у нас здесь есть теплый пол, который включается по расписанию. С утра мы просыпаемся, и вечером также он греет комнату, чтобы было тепло мыться. И сверху у нас есть вытяжка, которая включается там же, где и свет ванной. Это наша прихожая, и мы тоже ее переделывали, но у меня такое ощущение, что я хочу сделать это снова. Здесь у нас расположен комод, в котором хранится обувь. Здесь ящик со всякими необходимыми штучками. На одной стене акцентные обои, другая стена в нейтральных выполнена. На полу у нас плитка, которая осталась после первого ремонта. Она мне тоже не очень нравится, так же, как и плинтуса, которые мы планируем везде менять. Но пока вот такой вариант. Две двери, одна ведет в кладовую, другая ведет в маленький санузел. В зоне перед выходом расположено большое зеркало, чтобы смотреться в него, когда выходишь. А здесь расположен выключатель. Когда заходишь в зону прихожей, свет включается автоматически, в нем есть датчик движения. Напротив входа стоит коляска. Здесь достаточно, в принципе, пространства ее разместить. Сверху расположен турник, но пользуемся мы им не особо часто, но есть на всякий случай. Сейчас мы посмотрим маленький санузел, в котором был такой ремонт также своими руками. Я просто перекрасила плитку, потому что она здесь была красного цвета. Вот именно здесь мы можем посмотреть оттенок, потому что моя дочка решила здесь поковырять и показать, что там было. А на самом деле я планирую перекрасить вот эти зеленые полоски в серо-бежевый оттенок. Я поняла со временем, что, можно сказать, такой цвет для меня оказался акцентным и достаточно быстро приелся. И это столешница из осины или сосны, не знаю, какой-то самый дешевый материал, и очень быстро он пришел в негодность, несмотря на то, что он покрыт слоем лака. Мы сделали здесь временно, в будущем здесь планируется ремонт, не знаю когда. Вообще, по плану здесь должна быть душевая кабина. Я думаю, что когда старшая дочка пойдет в школу, то нам придется переделать этот санузел и разместить как раз второе место, где можно помыться. Снизу у нас ящик, где хранятся всякие разные тряпочки, парогенераторы. Здесь тумба, она была на ножках, мы сделали ее подвесной. И сверху как раз постелили вот эту столешницу. Эти полочки тоже сделали самостоятельно, но сейчас я, скорее всего, их уберу и сделаю здесь что-то такое в черно-серой гамме. На полу у нас кварцфенил лежит прямо на плитке. Между ним есть тонкий слой подложки и просто стык-стык. Вот так вот по размеру он вырезан. Здесь расположен еще один стояк воды, у нас их в доме 3, и, соответственно, тоже он закрывается с помощью люка. И сейчас мы находимся в кладовке. Здесь все как есть, максимально приспособлено для жизни. И, конечно, много нужных и ненужных вещей, которые мы используем и не используем. Здесь хранятся инструменты, хранятся вещи, какие-то сезонные, несезонные, типа сноубордов, коньков, роликов и тому подобное. Здесь железная система, мы ее тоже переделали. Изначально здесь
просто было, по-моему, парочку. Вот, да, по-моему, даже с одной стороны DSP-шная такая система была, затем мы ее увеличили, сделали с двух сторон DSP, а теперь мы поменяли на металлическую, которая регулируется и подстраивается под нужды. У нас есть выдвижные ящики, в которых как раз лежат всякие принадлежности, огромное количество инструментов, так как муж ремонтирует все сам. Снизу лежит обувь, а наверху коробки с елочными игрушками, чемоданами, надувной матрас, если приезжают гости. В общем, все максимальный хаос, но все, что нужно и необходимо нашей семье. Спасибо большое, что пришли в гости. Надеюсь, что вам у нас понравилось. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите их в комментариях, будем общаться.